Если мы до 6 не успеваем, то мы остаемся в Суратхане искать где-то жилье себе, ночевку. Маша уже 5 раз испугалась, покричала. Всем привет! Сегодня мы покажем увлекательную поездку на байке с Краби до Пангана, наше новое жилье, а также тайский Новый год. А начнем мы с мини-обзора максимально доступной кафешки и фитнес-клуба в Краби. Мы заехали в наше любимое место, которое находится в Краби Тауне. Смотрите, суп, рис с свининой, принесли еще такую вот зелень. Можно налить вот бесплатную воду, это нам дали, это будет платная вода, а вот это вот бесплатная Маша налила. И получается, что на одного человека 60 бат всего, на двоих 120. Довольно бюджетно, можно в Крабе покушать, но, правда, сидеть придется, вот так вот. Но это же экзотика. У нас надо спрашивать, как нам удается еще на фитнес ходить, где мы там залы находим. Именно для этого я сейчас сниму небольшое видео зальчика, где мы платим за один день тренировки всего 60 бат. Зал находится в Крабе, и тут есть, видите, все необходимое. Гантели, причем даже самые тяжелые. Не во всех даже хороших залах есть. Смит, так называемый. Ну и все остальное, все, что нужно. Беговые дорожки. Там есть комнаты, чтобы переодеться. Хотели вам сказать, что именно в Краби Тауне цены очень даже низкие и хорошие на фитнес. А в Аунанге мы искали это где-то при отеле там 300 бат. Аунанг более предназначен для европейских туристов, американских, он такой более дорогой. А на Крабе тут уже живут в основном местные жители, и тут уже цена для местных жителей. Это касается как кафешек, так и фитнес-клуба и всего остального. В Крабе огромное количество таких необычных светофоров. Где-то орел, где-то саблезубый тигр, а где-то обезьяны. Где-то люди с масками. Так, ну что, мы уже собираемся в путь. Мы отдали 1,5 наших чемодана на хранение в этом кондо. У нас будет этот рюкзак, Машин рюкзак и вот такая вот небольшая сумка. Таким образом мы вот все упаковали. Тут прям все очень-очень плотно. Самое главное, что закрывается. И еще что хотел показать. Помните, какой я был радостный, когда говорил про велосипедные дорожки на Крабе? Их почему-то за последнюю неделю взяли и убрали. Просто взяли, убрали слой асфальта с одной стороны и с другой стороны. И все это делается очень медленно. В принципе, как и у нас. Так, показывает 462,5. Посмотрим, когда приедем, сколько будет. Мы уже проехали 70 или 80 километров. Чуть-чуть так устаешь, когда едешь в одной позе такой, смотришь в одну точку, и так руки затекают, ноги затекают. Немного усталость имеет место быть. И все время такой однообразный вид. Самое интересное, что вот мы сейчас едем, это одностороннее движение. То есть тут две полосы, они в одну сторону. Мы уже так едем километров 30, наверное. Я думал, мы будем ехать, будет вокруг всякие 7-Eleven, всякие кашницы, куча всего, какие-то городки. Но нет, мы просто едем по дороге, где вокруг только какие-то вот такие вот зелень, пальмы. Иногда меняются на какие-то высокие деревья, там, не знаю, метров по 100. Как-то так все выглядит. Маша тоже чуть-чуть устала, да? Я еду с 2 рюкзаками, один маленький, второй большой, спереди еще сумка. В принципе, ехать достаточно комфортно, но не тяжело в том плане, потому что это все облокачивается на ноги, и ты как бы едешь спокойно. Но единственный момент, что всаживаешься в этот байк, и тебя еще сверху этими вещами придавливают,
тяжко. А так вообще я ехала с той мыслью, что насколько круто ездить на байке в путешествие. Конечно, я бы с удовольствием всегда бы так путешествовала. Хотел поделиться тем, что едешь, так долго уже, руки затекли, все затекло, думаешь, ну уже, наверное, проехал процентов 70, наверное, уже вот совсем чуть-чуть и будет причал скорый, ну хотя бы половину точно проехал. Смотрим, где-то 1/4 только проехали, фух, сейчас уже почти 3 часа, то есть мы больше часа ехали без остановки, сейчас остановились воду попить. Вот, машины проносятся там по 140, по 150 километров, а мы едем по специальной такой вот линии. Вот, эта вот линия, она только для байков. Ну вот, он едет неправильно. Хотел сказать, что нам повезло с погодой, нету дождя, но когда солнце палит в руки и ноги, то это тоже не очень круто. Так что непонятно, повезло нам с погодой или нет. Ладно, едем дальше. Нам надо успеть на Пирск к 6 часам, даже пораньше, чтобы билеты были. Если мы до 6 не успеваем, то мы остаемся в Суратхане искать где-то жилье себе, ночевку. Нам осталось ровно 3 часа, кстати. Надо успеть. Мы проехали еще где-то 100 километров, я уже еду быстрее, до первой остановки я ехал где-то 70-80, а сейчас я уже еду 100-120, потому что просто прямая, без всяких поворотов, и ну, надо уже мчаться, надо успеть 15:43, едем в хорошем темпе. Единственное, что непривычно, что ты едешь когда на 120, очень большое сопротивление воздуха, и шея очень сильно устает за счет этого, приходится вот так вперед нагибаться, и стекло, которое обычно вот так было, оно прям притуляется к носу, и это очень непривычно, но нормально, держимся, нам надо успеть, посмотрим, успеем, нет. Мы заехали на заправку, потому что у нас уже 2/3 бака было пустые. Вот, нам осталось 86 километров. По идее, должны успеть. Ехать показывает 1,5 часа, но постараемся доехать за час, потому что чем позже мы приезжаем, тем меньше шансов, что нам останется место именно для байка. Потому что если бы мы были без байка, нам бы 100% были места. Если с байком не всегда будет, тем более впереди праздники, многие могут поехать. На машине нужно приезжать там за 2-3 часа намного раньше. Через интернет нельзя было это все купить, поэтому мы сейчас чуть-чуть нервничаем, но надеемся успеем. У нас очередная остановка, осталось 20 километров. Закончилась вся вода, у нас 2 фляги было. И у нас уже, не знаю, попа квадратной стала, потому что прям нереально ехать. Но осталось совсем чуть-чуть, последний рывочек уже, и все, там будет Пирск. Сейчас 5 часов, поэтому остался час. Надеемся, что минут за 15 мы доедем и будут билеты. У меня даже усталый вид такой. Надо было, конечно, раньше выезжать на хотя бы час, чтобы было время на более долгие остановки, а получается у нас так, что мы прям едем практически без перерыва. Но ничего страшного, и должны успеть.
Ну что, мы доехали. Маш, ты радуешься, нет? Да, наконец-таки мы просто слезли с этого байка, зада своего вообще не чувствую. А ноги вот такие вот. Так, мы приехали в 17:34. О, видно, нет, как у меня рука обгорела. Под конец только кенгуруху одел, потому что ехать днем было в кенгурухе это просто пекло. Я попробовал, это было очень душно. Вот наш байк, наша провизия. Фух, мы это сделали. Сейчас у нас на часах 17:34, а выехали, по-моему, мы в 13:40. То есть за 4 часа доехали, делали буквально 4 остановки по 5 минут и сразу ехали, там пили воду и все. На этом пляже мы уже за эту зимовку второй раз. Причем мы уже испробовали все методы, какие только можно. Самый первый раз мы ехали на автобусе, потом на пароме. Обратно на Пхукет мы летели на самолете. Сейчас мы уже приехали на байке, мы уже едем на Панган. Мы как настоящие кочевники кочуем туда-сюда и возвращаемся в то наше любимое место уже на байке, которое мы оплатили на следующий месяц. Сейчас сядем, наверное, на паром, там больше расскажу по поводу дороги. Еще скажу, что она была очень ровная, очень хорошая, прям, можно сказать, идеальной, но под конец стала портиться, появились какие-то ямки. Маша говорит, надо быстрее. Туда, вот снимаю. Мы стоим, ждем, когда нам разрешат въезжать. Пока что заезжают только автомобили. Байки, я так понимаю, будут потом. Мы хотели какое-то время даже покушать, там пойти какие-нибудь шпажки купить, еще что-то. Думали, у нас есть запас, потому что мы приехали за 30 минут. Оказывается, нет, нам сказали быстрее бежать сюда. То есть мы тютелька в тютельку приехали. Если бы мы на полчаса позже приехали, наверное, мы бы уже 100% не успели. Если бы я ехал медленнее, то, скорее всего, тоже не успели бы. Поэтому никогда не верьте Google картам, которые показывают. На дорогу вы потратите 2,5 часа, по факту вышло 4. Хотя я ехал 2/3 с средней скоростью 110 км в час. Но тут прямая дорога, тут едь не хочу, поэтому и гнали. Тем более Маша все время подгоняла, давай быстрее, что-то медленно едешь. Но в итоге не зря подгоняла, видите, мы приехали. Если бы мы без байка приехали, то мы бы просто вот сейчас дали бы билетик и пошли сразу занимать место. Но если вы на байке или на машине, тут все немного по-другому, нужно ждать. На самом деле, по ощущениям, я думал, будет в разы легче. Я просто никогда не ездил на такое большое расстояние, поэтому мне было непонятно, как это. У меня там максимально на Бали, мы там вдоль острова и обратно там 3 часа ехали, километров 120, наверное. Более-менее терпимо. И то это было вечером, а тут под палящим солнцем. В таком вот состоянии Маша еще вот этим рюкзаком постоянно меня подпирает, закрыв вот так вот, где, видите, все исцарапано. И пытаешься рассмотреть дорогу и считаешь количество жуков, которые попадают в тебя. Смотришь там, что под колесами пару раз были большие ветки, я думал, уже змеи какие-то. Шланги валялись, колеса. Где-то 10 было ямок таких глубоких. 8 из них где-то я объехал, в 2 попал, но не критично, нормально. Да, у меня такое ощущение было, что я позвоночник себе сломала, не критично. Мне понравилось. Очень большое напряжение, устаешь. Я думал, будут перерывы у нас хотя бы по 20, по 30 минут. За счет этого тяжело. Когда мы будем ехать обратно, у нас не будет такого ограниченного количества времени. То есть мы, когда приедем, тогда приедем. Мы будем там уже намного больше отдыхать. Скорее всего, очень поздно приедем. Но посмотрим. Грузовые паромы, где именно с байком можно проехать, едут всего лишь 3 раза в день. Это с самого утра в 11, в 2 часа дня и в 6 часов вечера. И очень важно успеть на них. Сейчас стоим, думаем, нам вообще место там останется или нет, потому что уже люди даже бегут, все машины заехали, а нас что-то никто не пускает, странно. Смотрите, если я не ошибаюсь, это, по-моему, дельфин. Вот, видите? По-моему, даже не один. Провожает, видимо, нас. Я так понял, тут целая стая дельфинов, потому что они в разных местах всплывают. Неожиданно их тут увидеть, конечно. Но мы все-таки успели, на самом закате нас проводили дельфины, или встретили, как правильно сказать. Ну и тут практически полный паром.
Так, ну что, теперь показания на утро по нашему байку. Тут мы видим 689,6. Ну что, получается, что мы проехали 220 километров, в принципе, как и показывал Google карты. По ощущениям, я проехал вчера не 220, а, не знаю, 2220, потому что было довольно-таки тяжело проехать. И получается так, что мы практически без перерыва 4 часа ехали на байке. И Маша сейчас уставшая, я вот уставший даже так. Такое ощущение, что немного приболел. И на утро у нас, само собой, никаких не было продуктов. По этой причине мы пришли в кафешку. Многие кафешки почему-то сейчас закрыты, наши любимые, с самыми крутыми местами. Но, тем не менее, мы нашли вот на второй линии, можно сказать. С таким видом сидим. Сейчас будем завтракать. И вот наш скромный завтрак. Это овсянка. Каждый раз, когда приезжаем на новое место, это всегда выход из зоны комфорта, потому что ты приезжаешь. Сейчас у нас хорошо, что байк есть еще с собой, потому что обычно мы селимся не прямо рядом с теми местами, где есть там поблизости какие-то кафе, магазины и так далее. Нужно до них еще доехать. И обычно мы приезжаем, и получается, что у нас нужно с утра там что-то купить поесть, и даже воды нету элементарно. И за этим всем нужно ехать, и поэтому это всегда составляет какие-то проблемы. Но вот сейчас мы с байком поехали как раз и сразу же поели спокойно. У нас сейчас, например, даже газа не было, чтобы приготовить еду, поэтому вот, собственно, пришли завтракать в кафе. Ну что, мы заехали в наше жилье, новое на Пангане. Ну, как сказать, новое, хорошо забытое старое. Мы жили 2 месяца назад именно в том домике. Сейчас этот домик и тот домик заняты. Свободно вот эти вот два, синий и зеленый. Сейчас нам дали место в зеленом. Сказали, что через 3-4 дня освободится место в нашем предыдущем месте. Поэтому сейчас подробно ничего показывать не буду, потому что все и так понятно. Кровать, телевизор. Такой вот стандартный тайский туалет. И, конечно же, в подарок нам достался туки. Благодаря ему комары, жуки и так далее к нам не просочатся. Маша уже 5 раз испугалась, покричала. Кухня, которая абсолютно идентична с тем местом, что у нас было в предыдущем на Пангане. Все, что нужно. Раковина, плита, холодильник и огромное количество всякой кухонной утвари. Что мне нравится в этих домиках, так это огромная вот эта вот веранда, где можно просто гулять. Также есть много места, где можно просто прогуляться. И еще есть водопад, я его вам сейчас чуть позже покажу. Тут парковка для байка, а также, что мне очень нравится, это, посмотрите, такая вот чаща из пальм и зелени. По утрам и по вечерам тут бегают обезьянки, и у нас уже с утра тут наше ведро разворотили, поэтому нужно очень аккуратно с этим быть. Также тут есть вот такой вот стол и стулья для того, чтобы поработать и пообедать. Единственный минус этого места, конечно, что тут рядом совсем дорога и довольно слышно. Но мы спим в берушах, поэтому это не проблема. Ну вот, можно увидеть, что такая дорога проходит здесь. И тут сразу наш дом. По стоимости у нас вышло 10 тысяч бат в месяц. Сейчас уже не сезон, поэтому дешевле, потому что когда мы тут были 2 месяца назад, стоимость в месяц была 12 тысяч бат. А нам это место безумно нравится тем, что такое вот удаление от основной суеты и людей. Тут зелень вокруг, водопад журчит. И еще очень гостеприимная хозяйка, ее зовут Пани, и она прям нас встретила, улыбалась, радовалась, руки пожимала. Мы сказали, что сейчас мы ждем там определенного перевода денег, и потребуется какое-то время. Она сказала: ни слова больше, я все понимаю, сколько нужно, я подожду. Если вам нужны деньги там на еду, еще что-то, я вам тоже дам. Мы сказали, что да, у нас деньги есть на пропитание. Такое отношение тайцев к нам, прям, это очень приятно. И когда мы отсюда уезжали, в предыдущих выпусках с Пангана мы говорили, что очень много всего не досняли и хотели сюда вернуться. Это мы сейчас и сделали, и у нас очень много идей в плане съемок, поэтому в ближайший месяц мы будем именно на Пангане. Мы все-таки спустились к водопаду, но уровень водопада значительно уменьшился. Если вчера еще была где-то вот такая вот высота, и можно было прям полностью скупаться, сегодня мы мочим только ноги.
Вода наичистейшая, даже тут маленькие рыбки купались. А, вон они плавают, там видно, не видно. Поэтому просто посидим, ноги помочим и будем ждать, когда будут осадки, чтобы тут полностью искупаться. Да, Маш? Не успели выехать с дома, уже все мокрые абсолютно. Хоть и заявляли, что нельзя будет обливать, но обливают. Прямо проехали буквально 30 метров, нас уже облили, музыка везде. Поэтому с Новым годом тайским! Ну что, мы уже второй раз познали, что такое тайский Новый год. Я абсолютно весь мокрый. Ровно 5 лет назад мы уже на себе испытали санкран. Мы тогда жили на Пхукете. В течение дня нас обливали просто нереально ледяной водой. Настолько была вода ледяная, что в течение следующей недели я, чуть-чуть даже приболел. Что сейчас радует, пока что водой теплой обливают. У тайцев такое поверье, если ты обливаешь водой, то она обязательно должна быть холодной. Чем она холоднее, тем тебе будет лучше. Я на самом деле обожаю праздник Сангран, потому что это самый веселый, самый детский праздник, когда взрослые люди превращаются буквально в детей, когда они начинают обливать друг друга, когда они так веселятся, прям реально как дети. И самое крутое, что еще все с этими пистолетиками ездят, и даже когда ты едешь на байке, тебя кто-то поливает, и даже не понимаешь, с какой стороны. Сейчас мы поедем дальше в более людное место и посмотрим, что происходит там. It's alive! Маша отходит, все очки мокрые, вся насквозь мокрая. Я уже молчу про себя, у меня майка уже 15 раз промокла, высохла, потом опять промокла и еще раз высохла. Такое ощущение, как будто впадаешь в детство, когда все что-то делали, что хотели и не думали, что я взрослый, поэтому все смеются, радуются. Доехали наконец-таки до магазина. Надеемся, что обратно не будет такого сильного поливания. Но сейчас еще там поснимаем.
уже устал быть мокрым. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, вставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. เสียงพอตำลองโนมาลุ่มลอดตำงอนตอดแล้วงานบาเพ็ญ